Водяные теплые полы давно уже стали обязательным атрибутом любого жилого дома. Но все еще возникают вопросы, как правильно подключить к смесительному узлу коллектор водяных теплых полов и можно ли его собрать своими руками. В этом видео я покажу, как можно собрать недорогой, но очень эффективный узел подмеса теплых водяных полов. Погнали! Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, как возможно собрать узел подмеса для теплых водяных полов своими руками, и стоить это будет совсем недорого. На площадь 85 квадратов у нас установлен коллектор на 9 выходов. Я всегда устанавливаю коллектор подачи наверх, коллектор обратки внизу. Считаю такое расположение самым правильным. Конечно, у некоторых производителей смесительных узлов, особенно Волтек, возможно, других производителей, конструктивно завязано, что некоторые смесительные узлы могут работать только когда подача находится снизу. Но это не наш случай. Итак, как мы видим, все завязано на этом замечательном термостатическом клапане. Он очень похож на клапан Esby, который достаточно недешев, но достаточно качественный. Но, насколько я могу судить, это прям точный его аналог, да? Только другая марка, да? Другой производитель. Как его подключить? Все совершенно просто. И на самом клапане уже есть инструкция. Красная полоска, синяя полоска и стрелочка. Направление потоков подачи и обратки. Соответственно, у нас есть линия подачи. Я всегда ее делаю 32-й трубой, и вам советую, если у вас коллектор от 4, от 5 выходов. Можно еще 25-м, но если больше 5, то уже на 32-ю переходите. А то просто возможно, что теплоносителей будет не хватать всем потребителям. Если у вас, конечно, еще есть радиаторы и полотенцесушители, совмещенная такая система отопления. У нас есть линия подачи, и рядышком находится линия обратки. Настоятельно рекомендую использовать разъемные муфты типа американка. Эти разъемные муфты американки подсоединяем к подаче нашего термостатического клапана. Дальше стрелочка показывает нам направление потока. Подключаем насосик. Также стрелочка потока показывает. Не ошибетесь. Переходим на уголок, на удлинитель необходимый нам. Дальше идет кран. В обязательном порядке рекомендую ставить водозапорную арматуру и термометр. Очень удобные. Иногда они идут в комплекте с такими коллекторами. Иногда их можно отдельно прикупить. Горячий теплоноситель дальше пошел у нас в коллектор подачи. Для этого у нас здесь установлены расходомеры, чтобы могли каждую петлю, каждый контур выровнять. Рекомендую выравнивать на 2 литра в минуту, чтобы этот поплавочек как раз показывал литры в минуту. Вот она, двоечка. После того, как горячий теплоноситель пошел прогревать нашу комнату и возвращаясь в виде обратки, вот он синий, мы переходим в коллектор обратной линии и дальше часть потока через тройничок уходит на подмес, вот прям как здесь показано, а часть уходит обратно в котел и на догрев. Догревается до необходимой температуры и снова в подачу. Этот клапан весьма точный и легко регулируется. С левой стороны есть крышечка с циферками, как раз обозначение 5. 50 градусов ту температуру, которую он пропустит как раз в подачу. 4,40 и так далее. Такой вариант смесителя теплого пола достаточно бюджетный, но, как видите, в принципе занимает немного места, и имеет право на жизнь. Единственное, что он регулируется вручную, регулировать его автоматически, как я делал видео здесь той же компании, того производителя. Здесь устанавливается термоголовка с выносным датчиком, и если температура задана, она достигнута, термоголовка закрывает клапан, шток, и уже тогда теплоноситель не поступает. Тем самым достигается регулировка и какая-то экономия. Здесь будет постоянно идти как раз подмес и постоянная циркуляция. Открою секрет, всегда можно найти способ автоматического регулирования температуры теплого пола. Можно взять накладной термостат, сейчас найду фотографию, как он выглядит, установить его на обратке и подключить к насосу. К примеру, мы установили на самом термостате 40 градусов. Пошла подача 40 градусов, вернулась, допустим, 25, потом 30, 35 и 40. Термостат, как только доходит до заданной температуры, он разрывает питание на насосе, соответственно, циркуляции нет, и тот горячий теплоноситель, который находится в полу, он продолжает отдавать свое тепло, допустим, 15, 20, может быть, 30 минут. Тем самым достигается экономия, потому что котел понимает, что тепла больше не нужно,
и уходит в спящий режим там. То есть таким образом есть возможность регулировки теплого пола автоматическая даже в таком бюджетном исполнении. Надеюсь, это видео было интересно и познавательно. А если так, то поставь ему большой лайк и подписывайся на канал. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока!